Австрийская школа чем привлекает, что в ней есть, ну, внутренняя логика, чего нет в любом мейнстримном учебнике, где все намешано. Я много раз пытался, когда начал заниматься вот этой всей политической деятельностью, там, изучать экономику. Вот. Читал там Самуэльсонов разных там и прочих вот таких вот всяких там людей. И все время ловил себя на мысли, что, ну, как-то трудно оно все заходит, потому что, ну, видимо, тут чего-то не хватает. Вот. И как-то, наверное, это что-то такое разное. Вот когда начал читать австрийцев, то все сложилось в один красивый пазл. Вот. А чего не хватает? Ну вот лично для меня не хватает очень сильно понимания того и соответствующей теории на эту тему, что право и экономика, ну, суть одно и то же. Что правовая деятельность это есть такая же экономическая деятельность. И она, ну, то есть, грубо говоря, не хватает рассмотрения права с точки зрения праксиологии, не хватает рассмотрения государства с точки зрения праксиологии, и не хватает рассмотрения насилия с точки зрения и принуждения с точки зрения праксиологии, но это связано уже там с государством, тесно будет вещи, потому что есть один австриец, вот он сам турок, который на эту тему писал. Вот, и было бы хорошо, ну, именно по поводу насилия и принуждения. Вот, было бы хорошо это все дело развить, потому что именно в теоретической базе этого не хватает. Да? Потому что если бы Мизес развил свою праксиологию на государство, то мы бы уже жили бы, наверное, в другом мире, потому что он сам бы тогда стал анархистом. Вот, как бы и Ротбард был бы нам уже не нужен. А Ротбард тоже понаделал там разного рода ошибки. Вот, ну, как, то есть, да, и ошибки, безусловно, и с моей точки зрения двигался не совсем в верном направлении, когда начал как бы говорить о государстве с точки зрения этики. Вот, потому что там к новой свободе, так сказать, там речь идет именно об этике, о естественном праве. Вот. То есть он зря оперся на это естественное право, потому что во-первых, оно имеет не очень хорошую репутацию среди исследователей, поскольку оно очень противоречиво. И его пытались использовать все, кому не лень, и у него как бы в этом смысле репутация, ну, очень такая специфическая. Вот. Он понимает естественное право как бы, ну, не так на самом деле, как остальные. Вот. Ну и вообще у этого естественного права могут быть самые разные понимания. Да? А надо было, так сказать, вставать на твердую логическую платформу своего учителя и развивать как бы уже свои мысли по поводу государства именно стоя на этой платформе. И не вдаваясь там уже в разные естественные права. То есть можно было об этом тоже сказать, конечно, но это как бы не основа, я считаю. Но вот этого вот не хватает до сих пор.